Всем привет! Меня зовут Кристина, вы на канале Вязание. Не знаю, с чего начать свой вязоблог, но, в общем-то, наверное, начну с того, что я вам сейчас ставлю видео. Оно, скорее всего, будет без звука, либо, может быть, там частично какие-то комментарии, да. Дело в том, что я приболела, и, ну, в общем, говорить было нехорошо. Постоянно шнюркала носом, и, ну, в общем, снимать не хотелось, потому что потом долго было бы монтировать это все. Ну, то есть много кусочков вырезать, и, в общем, мне не хотелось из-за этого снимать. Поэтому я просто сейчас ставлю видео, покажу, какие игрушки я вязала в заказе. Заказ я начинала вязать немножко еще в сентябре. Некоторые игрушки, и некоторые уже потом вязала вот уже в октябре. В сентябре и в октябре, да, все правильно. Вот. Ну, я их не включала в видео прошлое, просто не хотела все там вперемешку снимать. Ну, в общем, вы поняли. И там еще показывают другие игрушечки. Это я забрала игрушки с полочки, и, в общем, их тоже купили. В общем, как-то так. А потом вернемся, и я расскажу, чем сейчас занимаюсь. Всем привет! Засниму немножко вам игрушек, только, скорее всего, он будет без звука, потому что, ну, в общем, я приболела, и сложно разговаривать, и постоянно шнёркаю носом. Потом просто вам под музыку покажу игрушечки, которые я недавно связала. Просто сегодня я их уже отвезу на почту, и не будет возможности вам их показать. Такого крабика я положу в подарочек. Здесь наклею еще наклеечку. Спасибо за заказ. И еще в этот же заказ я добавлю игрушки. Ну, в общем, забрали из наличия. Я все-таки забрала игрушки с полочки. И вот то, что я забрала, поедет в заказик. И там еще несколько семечек, наверное, штук 5. Итак, уже прошла практически неделя, но что-то мое выздоровление затянулось.
все равно придется монтировать. Ну, я не могу не снимать уже. Я когда вижу, что у меня на канале не было неделю видео, у меня уже какая-то там ломка начинается. Мне хочется поснимать, показать, что я делаю. Ну, в общем, кто снимали, я думаю, тут понимает, о чем я говорю. Вот. И показываю. В общем-то, эту неделю я думала, что буду снимать там каждый день, все как обычно. Но как только я что-то планирую, то у меня сразу что-то не получается. Я думаю, что каждое воскресенье у меня будет выходить видео, но, в общем, как обычно, все пошло не по плану. Итак, в общем, я думаю, что эта неделя у меня будет неделя зайчиков. И я всю неделю буду вязать только разных зайчиков. Это все у меня заказы. И в заказе у меня, по-моему, 2 или 3 вида зайчиков. Я наложила здесь уже гору пряжи. И, в общем-то, я забрала игрушки с полочки. И теперь у меня куча вот таких вот маленьких корзиночек. Поэтому я сюда поставила. Ну, в общем, сюда, думаю, какую-то фурнитуру сложить там, чтобы мне было удобно. Здесь у меня вот так накидано, видите, в такую же корзинку. Это глазки у меня. Ну, это у меня такой, знаете, рабочий момент. Ну, в общем, каждый раз я не буду убирать. Просто вот оно лежит, мне удобно. Я здесь взяла то, что мне нужно, и все, и бросила обратно. Ну, и уже вы заметили, у меня здесь тоже вот такая вот куча мала зайчиков. Котик сюда не входит. Я его просто положила, чтобы я его не забыла оформить. У меня там в заказе был такой котик, но так как я такого же забрала с полочки, то я этого не дооформила, понятное дело, и просто вот он у меня лежит. И, в общем, чтобы он у меня не потерялся, я его здесь ложу. Это у меня все приготовлено для оформления. Здесь у меня куча из, по-моему, 16 зайчиков. 5, 10, да. 16 зайчиков. У меня уже есть все хвостики. Хвостики у меня вот в таком виде, потому что я их пришиваю хлопковой ниточкой. Еще раз повторюсь. Вот такой вот ниточка Vita Coco. Просто частенько у меня спрашивают, как вам пряжа, как пришивается нею. Так вот, я не пришиваю детали вот такой вот плюшевой ниточкой. Я считаю, что это не совсем надежно, потому что она очень легко рвется. Поэтому я пришиваю вот такой. И мне не очень понятны комментарии, когда говорят, мне пряжа не понравилась, потому что мне плохо пришивать. Она вообще не приспособлена к тому, чтобы не пришивали. Ну, может быть, какие-то маленькие детальки, которые точно не будут дергать дети. Может быть, и можно. Но, вот, допустим, вот такое ушко я бы не пришивала точно вот такой вот ниточкой. Потому что, ну, это телепали бы телепали, и оно оторвалось. Поэтому ушки я ввязываю. Ну да, тут, в принципе, больше нечего вязывать. Она цельновязанная игрушечка. Итак, в общем-то, расцветки у меня получаются такие же, как были в прошлый раз. 10 зайчиков у меня в тех же расцветочках, что и были. И 6 зайчиков это пойдут в другой заказик. Там, ну, в принципе, такие же зайчики. То есть, вот смотрите, в одном заказе розовенький, в другом розовенький, голубенький также. Вот 2 розовых, 2 сиреневых и молочные. А вот такой, допустим, почему-то не выбрали. Хотя мне очень нравится такой солнечный зайчик. Ну, в общем-то, взяли такие максимально ходовые цвета. Вот. Серенький, молочный, розовый, голубой. Ну, в общем, как-то так. Вот такого не выбрали почему-то. Хотя мне он очень нравится. Такой розовый персик, наверное. Ну, в общем, такой красивый. Да.
И вот это мой самый любимый. Такой печенька. Так что вот такие вот делишки. Это у меня малыши для сборки. Буду этим сейчас заниматься. В этот раз я не хочу, чтобы у меня было куча игрушек, которые нужно оформлять. Хотя здесь тоже довольно-таки большая уже куча. Да. Но все равно здесь не очень много работы. Здесь только нужно носики вышить и реснички. Ну и хвостик пришить. Ну, в общем, такая работа меня как бы не напрягает. Меня напрягает, когда там много утяжек надо и какие-то детали пришивать там сложные. А здесь что тут? Хвостик просто по кругу пришил и все. С этим проблем у меня нету. У меня, в принципе, совсем проблем нету с пришиванием игрушек. Просто, ну, мне больше нравится вязать. И здесь это куча мала разного плюша, тоже на зайчиков. Но не такие будут зайчики, а немножко другие. В общем, как обычно, у меня здесь бардак, но это рабочий момент. Давно не снимала, сумбурно вам тут что-то наговорила. Как-то так. Увидимся в следующем подключении. Пока-пока. Ну что, снова всем привет! Подключаюсь к вам показать свои процессы, а точнее, наверное, готовые работы. Сегодня у меня уже пятница, и, ну, в общем-то, хочу показать свои все продвижения, ну, в общем, все готовые работы за 2 недели. Зайчиков, в принципе, я уже показывала, но, в общем-то, я их все оформила. Здесь у меня, по идее, 16 штук. 9, 10, 2 и еще 4.
Они у меня постоянно в заказах, постоянно я их показываю в видео, поэтому долго на них зацикливаться не будем. Такие вот разные расцветочки. И это мастер-класс Марии Штурниковой. Ну, либо Magnolia Toys. Как обычно, на игрушечки, на которые есть мастер-классы, я буду оставлять под видео в описании. На голос не обращаю внимания, он иногда меняется, потому что ну, что-то я вторую неделю болею и до сих пор кашель не проходит. Вот, поэтому он так. То садится, то нормально разговариваю. Тут показывать нечего. Все видели, все знают. Далее хочу показать вот такую вот корзинку. Я показывала небольшой кусочек, как начинала вязать эти игрушечки. Здесь у меня 6 вот таких вот оленей. На носик тоже не обращаю внимания, так как он такой вот замшевый, или как сказать. Ну, в общем, на него весь пушок цепляется с плюша. В общем, перед отправкой я буду эти носики чистить. Ну, а так как они у меня еще будут лежать довольно-таки долго, ну, недели 2 еще точно, то, ну, не вижу смысла каждый раз их чистить. В общем, не подготовилась к видео. Вот такие вот оленяшки связались. Это также по мастер-классу Марии Штурниковой. В общем, я каждый раз, в принципе, удивляюсь тому, как вяжется, да, какая-то игрушка по ее мастер-классу. Но вот это вот прям превзошла все мои ожидания. Вот эта вот игрушечка полностью цельновязанная. Полностью. И ушки, ручки вязаные, рожки вязаные, мордочка вязаная. В общем, все вязаное, вывязанное. Ну, в общем, просто шикарнейший мастер-класс. Все, как я люблю, вяжется довольно-таки быстро. Игрушка получается такая вот фигуристая. Здесь вот такие прям явные ножки, видите? У меня столько эмоций по поводу этой игрушки. Я прям, не знаю, вот 6 штучек, ну, прям очень быстренько вязались. И, знаете, без напряга. Мне даже в радость было вышивать вот эти вот пятнышки и оформление здесь. Я, кстати, сейчас вот здесь вот ставлю фотографию, как выглядит олень до оформления. Какой он такой, немножко странненький, несуразный. Но потом делается утяжка глазок. Появляются такие щечки небольшие. И игрушка совсем по-другому смотрится. Здесь у меня 6 оленей, но у меня в один заказ идет 4 оленя, а в другой только 2. Вот. Такие милашки. Ну, наверное, это... Ну, кто увидит девочку, кто мальчика, я даже не знаю. Вот. Они вроде бы все одинаковые, но пятнышки я не совсем одинаково вышивала. Вроде бы сначала вот старалась, видите, вот так более-менее, да, одинаковые. Ну, а потом что-то пошло не так. Вот. Ну, это, в принципе, не очень важно. В общем, такие красавчики. А здесь, наверное, из самого муторного это было вывязывание вот этих рожек. Но я их первым делом связала, потом связала ручки. И все, оно потом там по ходу привязывается, вывязывается. Ушки, интересно, там вяжутся. Ну, в общем, шикарная игрушка. Да, что-то я тут расхвалила. В общем, классная игрушка. Я думаю, олени такие будут популярные ближе к Новому году. Но так как у меня там одна посылочка будет долго идти, одна недолго, то я их уже, в принципе, подготовила к заказику. Далее у меня еще связались вот такие вот смешные зайчики. 5 штучек. Кстати, часто у меня спрашивают, где вы реализуете игрушки, там, где вы продаете.
Девочки, я сейчас в основном вяжу только на заказ. С полочки я ушла. Не помню, говорила я или нет. Но, в общем, с полочки я ушла, так как я не успеваю вязать. И вот теперь чисто все идет это на заказ. Вот. Поэтому даже не знаю, когда теперь буду вязать то, что мне хочется. Ну, пока повяжу так. В общем, такие милые зайчики. Надеюсь, что освещение нормально их передаст. Это зайчик Оливер, кажется, по мастер-классу Анны Красноперовой. Если я все правильно называю, то это, в общем-то, так. Если нет, подпишу. Ну и также будет ссылочка на автора под видео в описании. Это мастер-класс платненький, но он там очень дешево стоит. У меня от этого автора есть практически все мастер-классы. И что удивительно, у меня в этом заказе будет очень большое количество вот этих вот малышей. Там около 35 штучек. Нужно будет связать разного вида семечек, да. Ну, там не только котики, там зайчики, а и цыплята, и пингвины, ну, и машинки там будут. Ну, в общем, все вот эти вот игрушечки, которые легко и быстро вяжутся. Кстати, не сказала, игрушка цельно вязаная. Ничего абсолютно не пришивается. Ну, вот отдельно шарфик. Ну, понятное дело. А так и ручки вывязываются, и ушки. И, в общем, здесь закрытие, и все. Все, как я люблю. Минимум всякого шитья, оформления. Но, кстати, вот этот зайчик до утяжки выглядел очень немножко странно так. Но когда делаешь утяжечку, то уже хорошо смотрится. Не помню, есть там бровки или нет, но, в общем, посмотрю. Но, по-моему, там не было. Ну, думаю, они и так миленькие, без бровок. Так, в общем, такие малыши. Далее у меня небольшая такая вот коробочка с зайчиками. Покажу, наверное, сначала мальчишек. Вот такие вот мальчишки-зайчики. Вообще меня заказали игрушечки вот в таком вот исполнении. Без всяких бантиков, без ничего, без ничего. Но я вот один бантик просто для фотографии связала, чтобы сделать. Ну, думаю, ему очень даже идет. Глазки здесь вот такие вот красивенькие. Это платный мастер-класс Екатерины Карамановой. Да, кажется так. Ну, все как обычно. Ссылочка под видео. Вот такой вот малыш. Там у нее мастер-класс идет мальчик и девочка. И вот мне заказали 5 мальчиков, 5 девочек. Цвет, конечно, не передается. Ну, в общем, засвечивает кадр у меня. Но другого времени у меня снимать просто не будет. Такие миленькие. Ушки, кстати, зайчику вязала 6, но все равно они у меня какие-то такие плотные. Возможно, потому что полукрестиками вяжу. Ну, а вязать галочками, ну, мне просто неудобно, потому что я вот так привыкла. Не знаю, в тему или нет, но, в общем, пупок им тут повышивала. Так. И еще у меня связаны девочки. В общем, вот это вот как будто бы парочка я вязала. Ну, сделать себе такие красивые фотографии, поэтому с бантиком. Сначала хотела все так попарно вязать, но потом просто не смогла просто сочетать. Ну, в общем, чтобы девочка, допустим, желтенькая была, какое ей там платьюшко связать. Хотя я вот сейчас смотрю, наверное, можно красненькое связать. И будет парочка. Ну, в общем, посмотрим. Девочка вот такая получается. Здесь очень красивое платьюшко. Кстати, я в этот раз сразу оформляю игрушки и
Не оставляю большое количество для пришиваний, вышиваний и всего остального. В прошлый раз я, в общем, сглупила, вязала и игрушки не оформляла. И потом в последние дни мне пришлось несколько дней не вязать, а чисто делать утяжки, пришивать, вышивать. Поэтому в этот раз немножко умнее и делаю все сразу. Далее вот такая вот персиковая с вот такими сиреневыми глазками. Вот такая вот молочная. Глазки здесь такие бледно-бледно-розовые. Так. И одну специально оставила без утяжки, чтобы показать, какая большая разница между игрушками. Так. Вот смотрите, даже вот так боком. Вот эта игрушка и это, видите? И вот так. Сразу и глаза широко, и щечек нету. Ну, в общем, выглядит как-то не так. И форма головы не такая, видите? Вот, поэтому очень важно делать все как в мастер-классе, и утяжки, все-все-все. Тоже хвостик есть, все, ну вот, только оставила, чтобы на видео показать, как смешно выглядит. Ну, а потом все утянется, и будет красивая зайка. Так, мальчиков у меня 3, девочек 4. В общем, мне еще 2 мальчика надо и 1 девочку связать. Ну что, по большому счету, в принципе, это все готовые работы. У меня есть, конечно же, начатые. Это вот такая вот нежнятина. Хотя на камеру темновато. В общем, светло-голубой, светло-розовый, такой вот сиреневый и мятный цвет. Ну и, наверное, можно понять по вот этим вот штучкам, что это у меня будут уточки. Уточек мне нужно связать много. И больших, и маленьких. Вот, ну, в принципе, начало положено. Здесь у меня пока заготовки на 6 штучек, и потом еще другого цвета 5 штучек будет. Ну, в общем, буду я, наверное, чередовать. То буду больших вязать, то маленьких. Ну, в общем, как-то буду развлекать себя. Ну, чтобы не было скучно вязать одно и то же. Тут у меня еще куча пряжи для уточек лежит. Вот. Так, зря, наверное, камеру тронула. Ну да ладно. Вот. Это, в принципе, все, что я хотела показать вязального. Но, а дальше, если, в общем-то, все пойдет нормально, то я дальше вставлю кадры немножко с ремонтом, что-то там из личного, так сказать. Вот. Ну, я там еще не пересматривала, что я там наснимала. Ну, в общем, немножко там пыталась сделать ремонт, но в итоге это закончилось тем, что мы все-таки наняли человека, который нам все это сделает. Ну, в общем, нужно было там зашпаклевать стены, потому что они сейчас цементные, и нужно было нанести несколько слоев шпаклевки. Я думала, что нанесу там хотя бы один, а потом уже, ну, второй, может быть, брат приедет, сделает, может быть, там еще что-то. Ну, по итогу я посмотрела, что у меня получается не особо ровно. И я не знаю, как сделать ровно углы. Посмотрела там видео на ютубе, в общем, поняла, что я потрачу уйму времени. И, ну, в общем, оно того не стоит. Поэтому наняли человека, и он сейчас там работает. В общем, кому будет интересно, тот посмотрит, а кто нет, то, в принципе, все. Спасибо вам за просмотр, и всем пока. Ну, а остальным приятного просмотра. Пока-пока. Всем привет! Это кусочек невязального влога. Ну, вдруг кому-то интересно. Хочу немножко заснять на память. В общем, смотрите.
Сделали нам уже проводку. Наверное, эхо будет, но в общем как есть. Вот такие вот дела. Ну, в других комнатах то же самое, как бы. Вот. Здесь я уже замазала штробы. Ну, не совсем у меня хорошо, конечно, получилось. Вот. Но сейчас буду в других комнатах заделывать. Снимаю, пока мужа нету. Вот. В общем, было вот так. И я замазала все это дело. Ну, я мажу только до половины, а верх там уже муж мажет. Вот. И сейчас буду в этой комнате, в общем, грунтовать стену и вот таким образом шпаклевать стенку, чтобы она, в общем, была беленькая для поклейки обоев. Потому что это такое, ну, в общем, цементная стяжка здесь. Вот уже немножко тут все лишнее поскидывала. Вот как раз муж поехал за веником. Да, и будем дальше замазывать. Не нанимаем ни работников, никого, в общем, просто так. Сейчас такая ситуация непонятная. Немножко отложили ремонт, но все равно по чуть-чуть ходим, как бы делаем. Вот. Вот. В общем, не знаю, интересно вам или нет, ну, делаю такие коротенькие подключения, вдруг кому-то интересно. Так что вот так. Пошла дальше работать. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the black. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Угу. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are
tomorrow's a better day. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me.